Глава 2161. 8 учеников лесных духов. С того дня, как ядро формации было завершено, троица Ханьли начала медитировать у подножия гигантского дерева, вместо того, чтобы жить на огромном облаке, чтобы защититься от скрытых атак высокоуровневых дьявольских существ. Резервное святое дерево было основой этого ядра формации, поэтому ядро оставалось нетронутым, пока дерево стояло. Что касается тысяч воинов, сопровождавших троицу Ханьли, они были рассредоточены по близлежащим горам, окружающим ядро формирования. Даосу Се было приказано жить в определенном здании на огромном облаке, и с его невероятными способностями для него, естественно, было простой задачей воспроизвести ауру человека-культиватора среднего уровня. Помимо существ в стадии Великого Вознесения, другим культиваторам было бы практически невозможно определить его истинный уровень совершенствования. Поэтому, хотя Цао Цзи и Фэй Сиоси несколько раз видели даосского Се, они не обращали на него внимания и просто считали его членом окружения Ханьли. С момента завершения формирования новости о битве между объединенными и дьявольскими армиями поступали постоянно, и троица Ханьли внимательно следила за ситуацией. Согласно полученным им новостям, битва между объединенной и дьявольской армиями была чрезвычайно ожесточенной, и только после того, как обе стороны израсходовали около 20% своих войск, объединенная армия начала отступать. В этом случае в дьявольской армии появились 3 священных предка вместе с более чем 20 клонами священных предков и сотнями дьявольских лордов, что дало им явное преимущество, когда дело дошло до высшей силы. В ходе ожесточенной битвы объединенной армии удалось обмануть дьявольскую армию, и последняя немедленно двинулась в погоню, когда объединенная армия начала отступать. Тем временем объединенная армия отступала, сражаясь, каждый день участвуя в битвах различного масштаба против дьявольской армии, постепенно незаметно перемещая поле битвы в сторону строя. Время медленно шло, и частота новостей, поступающих с поля боя, неуклонно возрастала по мере того, как две армии приближались все ближе и ближе к строю. На вершине гигантской горы внутри формирования стоял старейшина хан из племени Лиса на массивной платформе, которая была возведена совсем недавно. Недалеко впереди него была формация размером всего около 40 футов, вокруг которой сидели 8 пожилых мужчин племени Лиса, все из которых с закрытыми глазами держали в одной руке белый деревянный диск, постоянно сжимая ручные печати с помощью с другой руки. Лучи белого света время от времени испускались деревянными дисками, а затем сходились над формацией, образуя большой световой экран. В настоящее время старейшина хан внимательно смотрел на сцену, разворачивающуюся на световом экране. По всему экрану были разбросаны бесчисленные точки света, все они были либо фиолетового, либо зеленого цвета. Пятнышки света время от времени переплетались, а затем быстро разделялись, как пара армий, постоянно сталкивающихся и отступающих друг от друга. Однако все точки света постепенно двигались в определенном направлении, и когда они, наконец, вошли в гигантскую диаграмму, все точки света внезапно одновременно исчезли. В этот момент 8 пожилых мужчин открыли глаза, деревянные диски в их руках потускнели, а световой экран растворился в небытии. Все идет гладко. «Спасибо вам за вашу тяжелую работу, мастера», — сказал старейшина хан с чрезвычайно вежливой улыбкой. «Нет необходимости благодарить нас. Выживание нашего племени Лиса зависит от этой битвы, поэтому от нас следует ожидать только того, что мы отдадим все, что у нас есть. Однако я должен напомнить вам, что эта симуляция была основана на текущих обстоятельствах. Если бы что-то изменилось, то и результат мог бы сразу измениться», — ответил один из пожилых мужчин. «Я прекрасно это осознаю. Следующие несколько дней будут иметь жизненно важное значение, поэтому мне придется побеспокоить вас о том, чтобы каждый день имитировать движение армий, чтобы не допустить отклонения направления битвы за пределы реальности. Это все должно происходить под нашим контролем», — ответил старейшина хан, сжимая кулак в серьезном приветствии. «Все 8 из нас обладают определенными способностями, когда дело доходит до предсказания. Но в этой битве участвует бесчисленное множество могущественных существ, поэтому слишком много нестабильных факторов. Таким образом, мы можем только делать все возможное, и на результаты нашей симуляции следует только ссылаться, а не полностью доверять», — сказал пожилой мужчина, покачав головой. «Я тоже это знаю, но сделать что-то по наитию наверняка будет лучше, чем ничего не делать», — ответил старейшина хан с кривой улыбкой. Несмотря на то, что не было возможности узнать исход битвы такого масштаба с помощью гадания, было возможно очень правдоподобно смоделировать ход битвы с помощью гадания, чтобы сделать некоторые точные суждения. Эти 8 пожилых мужчин были самыми известными мастерами гадания в племени Лиса и внесли бесчисленный важный вклад в его развитие. Коллегия старейшин присвоила им титул 8 учеников лесных духов, и из-за перенапряжения их жизненной силы в течение многих лет предсказаний они стали чрезвычайно иссохшими на вид. Именно из-за этого племя Лиса до этого воздерживалось от использования услуг 8 учеников лесных духов, но в результате их великий старейшина попал в ловушку, устроенную дьявольской армией, и не только был жестоко наказан и тяжело ранен, но и большая часть территории племени Лиса оказалась в руках дьявольской армии. Таким образом, в этой жизненно важной битве у старейшин племени Лиса не было другого выбора, кроме как заручиться услугами 8 учеников лесных духов на случай, если произойдут какие-либо дальнейшие неудачи.
После ухода 8 учеников лесных духов, несколько старейшин племени Лиса немедленно подошли к старейшине Хану и начали обсуждать некоторые важные вопросы. Тем временем высоко в воздухе над границей оставшейся территории племени Лиса и территории, на которую претендует дьявольская армия, Мо Цзиньли парил слабой серебряной тенью в темном облаке размером около акра. Бесчисленные дуги серебряных молний вспыхивали в облаке, прежде чем улететь вдаль, где гигантский чернильно-черный меч длиной более 1000 футов твердо вонзился в гору на расстоянии почти 10 километров. На рукояти меча стоял худощавый дьявольский мужчина в темно-зеленом плаще и обеими руками выпускал полосы ци ледяного меча. Каждая полоса ци меча была в несколько сотен футов в длину, и они уничтожали все приближающиеся разряды серебряных молний. В воздухе над огромным озером две проекции горных волков сцепились в жестокой битве. Один из них был серебристого цвета и около 4000 футов в длину. Из его рта вылетали полосы белого света, в то время как другой был полностью чернильно-черным, и в отместку из его рта вырывались шары зловещей ци. Пара гигантских волков могла наносить огромные раны в воздух взмахами когтей и вызывать мощные ударные волны и жестокие ветры, чтобы атаковать друг друга. Битва, происходящая между двумя проекциями гигантских волков, была чрезвычайно жестокой, но независимо от того, какие травмы они получили, они смогли мгновенно регенерировать. Их битва сравняла с землей все в радиусе около 100 километров, а в недрах близлежащей небольшой горы Патриарха Сяа сидел во временной формации с плотно закрытыми глазами. Все его тело излучало слабый серебристый свет, и он обеими руками накладывал ручную печать. За 1000 километров Юань Ча сидела во временной секретной камере на высоте более 10 000 футов под болотом. Вся тайная комната была окутана полной темнотой, за исключением фиолетовых дьявольских узоров на ее теле, которые сверкали слабым светом. В таинственном пространстве два гигантских существа столкнулись друг с другом на расстоянии нескольких километров. У одного из них была малиновая кожа, пара черных изогнутых рогов на голове и пара мясистых крыльев на спине. Его зрачки были светло-золотистого цвета, руки были скрещены на груди, а на лице было холодное выражение. Он оценивал другого гиганта с чернильно-черной кожей, пронизанной золотыми и серебряными дьявольскими узорами. Верхняя часть тела этого гиганта была совершенно обнажена, и единственным предметом одежды, который он носил, была набедренная повязка из звериной шкуры. Два гиганта пристально смотрели друг на друга своими огромными глазами, и от их тел исходила удивительная аура. В воздухе между ними пара багровых монстров, похожих одновременно на волков и обезьян, сражалась с огромным трехголовым золотым тигром. Эти три существа также были вовлечены в чрезвычайно ожесточенную битву, и они, казалось, были равны. Как и планировала объединенная армия, три священных предка внутри дьявольской армии сдерживались тремя существами стадии Великого Вознесения объединенной армии. Таким образом, все они были оккупированы и не могли помочь своим армиям. Тем временем десятки миллионов дьявольских существ медленно вели к формированию объединенной армии. Если бы дьявольская армия вошла в суперформацию без каких-либо священных предков, которые бы ее возглавили, она, несомненно, была бы серьезно разрушена, и казалось, что все развивалось в пользу объединенной армии. Однако в настоящее время вокруг объединенной армии по окраинам поля боя быстро перемещалось более 1000 дьявольских летающих экипажей. Все эти летающие экипажи были треугольной формы и совершенно серые, с выгравированными на их поверхности своеобразными дьявольскими узорами. Глава 2162. Битва племени Лиса. Часть 1. В этих экипажах находилось около 10 000 дьявольских существ, и каждый дюйм их тел был покрыт масками и одеждами, открывая только пары холодных малиновых глаз. Еще более тревожным было то, что, несмотря на большое количество дьявольских существ в вагонах, вся группа двигалась совершенно бесшумно, словно призраки. В центре этой группы находился черный дьявольский ковчег, который был в несколько раз больше летающих экипажей вокруг него. Большая часть ковчега была скрыта в дьявольской ци, но на ковчеге были видны некоторые дьявольские существа, и их ауры предполагали, что они были гораздо более могущественными, чем дьявольские существа на летающих экипажах. Внезапно из гигантского ковчега раздался пожилой голос. «Как скоро мы доберемся до города Хлопкового дерева?» Все три существа объединенной армии на этапе Великого Вознесения отсутствуют, и мне пришлось заплатить огромную цену, чтобы вернуться в Царство Духов, не будучи обнаруженным племенем Лиса, поэтому неудача здесь невозможна. С нашей нынешней скоростью мы доберемся до города Хлопкового дерева примерно через полмесяца, мастер Тун Тянь, ответил крайне уважительный мужской голос. Это слишком медленно. Юань Ча и остальные, возможно, не смогут выиграть мне столько времени. Ускорьтесь и убедитесь, что мы доберемся до города Хлопкового дерева в течение 10 дней. Священное дерево гораздо важнее для племени Лиса, чем вы можете себе представить, и если мы уничтожим его, племя Лиса больше не сможет защищать свою оставшуюся территорию, скомандовал пожилой голос. Но мастер Тун Тянь — это уже самая высокая скорость, с которой летающие экипажи полмесяца могут двигаться, оставаясь скрытыми.
Если мы пойдем еще быстрее, мы, возможно, не сможем избежать обнаружения со стороны племени лиса, нерешительно ответил мужской голос. Все в порядке, объединенная армия уже вынуждена отступить, поэтому она собирает все свои силы. Пока мы проявим некоторую осторожность, никаких проблем не возникнет. Кроме того, даже если мы встретим каких-либо шпионов племени лиса, я позабочусь о том, чтобы им не удалось уйти живыми, холодно усмехнулся пожилой голос. В таком случае я немедленно передам всем ваши приказы, мастер Тунтянь. Воодушевленно ответил мужской голос. Вскоре после этого дьявольский ковчег и все летающие экипажи слегка задрожали, прежде чем резко ускориться, но в то же время они начали издавать слабый жужжащий звук, который делал их намного менее скрытными и незаметными. 7 дней спустя Хань Ли медитировал у подножия гигантского дерева, когда выражение его лица внезапно слегка изменилось, и он сразу же открыл глаза, как и Цао Цзи и Фэй Сиоси, сидевшие по обе стороны от него. Затем все трое одновременно посмотрели вверх, и после нескольких вздохов что-то понеслось к ним издалека. Вспыхнул лазурный свет, и появилась полосатца меча длиной в несколько футов. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он взмахнул рукой вдаль, и полосатца меча кружилась в воздухе над долиной, прежде чем спуститься к массивному дереву. Хань Ли сделал хватательное движение, и в его руке появилась небольшая проекция лазурного меча, внутри которой находилась белая нефритовая пластинка. Он потер руки, и лазурный свет мгновенно померк, оставив после себя лишь небольшой нефритовый комок. Хань Ли взял нефритовую пластинку, прежде чем приклеить ее к себе на лоб, а затем вложил в нее свой духовный смысл. Цао Цзи и Фэй Сиоси оба повернулись к нему с серьезными выражениями, и вскоре Хань Ли снял нефритовую пластинку со своего лба, прежде чем бросить ее Цао Цзи. Дьявольская армия войдет в строй через 2 часа, а мощь формирования будет полностью активирована через полдня с целью убить как минимум 2/3 дьявольской армии. Осмотрев содержимое нефритового листка, Цао Цзи был в восторге и бросил нефритовый лист Фэй Сиоси, сказав: «Значит, дьявольская армия действительно попалась на это. Если мы действительно сможем нанести им такой тяжелый удар, тогда, даже если мы не сможем вернуть утраченную территорию, мы, по крайней мере, сможем гарантировать, что дьявольская армия не сможет предпринять дальнейшие атаки в ближайшем будущем. В таком случае нам просто нужно будет активировать силу формирования в оговоренное время. Как только все 36 точек будут активированы, судьба этих дьявольских существ будет решена». Фэй Сиоси также сказала с улыбкой после того, как вложила свое духовное чувство в нефритовый лист. «До полной активации формирования мы не можем позволить никому покинуть это место, поэтому прикажите всем быть в состоянии повышенной готовности», проинструктировал Хань Ли. «Да, я немедленно передам этот приказ и назначу людей для его выполнения», согласился Цао Цзи. Большинство войск в ядре формирования были существами из племени лиса, поэтому, естественно, отдавать приказ было под силу только ему. «Я пойду изучить ограничения, чтобы увидеть, есть ли какие-либо области, требующие устранения повреждений», вызвалась Фэй Сиоси. «Хорошо, спасибо за ваши усилия, коллеги даосы. Я останусь здесь. Обязательно сообщите мне, если обнаружите что-нибудь ненормальное», ответил Хань Ли, кивнув. Таким образом, Цао Цзи и Фэй Сиоси поднялись на ноги и улетели. Что касается Хань Ли, он снова закрыл глаза со спокойным выражением лица, продолжил медитировать, по-видимому, совершенно не обеспокоенный приближающейся дьявольской армией. Полдня спустя внезапно раздалась череда грохота, когда бесчисленные массивные деревья появились на территории, окруженной формацией 36 крайностей лесного царства. Каждое из этих деревьев было толщиной с резервуар для воды, и в мгновение ока они вырастали до более чем 1000 футов в высоту, создавая бескрайний лес. Все дьявольские существа, путешествующие по воздуху, были мгновенно вынуждены рухнуть на землю, как только вошли в строй, независимо от того, использовали ли они летающие сокровища или техники передвижения. Только те, кто находился на стадии пространственного закаливания или выше, могли с трудом оставаться парящими в воздухе, но затраченная на это магическая сила была в несколько раз больше той, что обычно. Дьявольские существа, как правило, были очень крепкими и выносливыми, поэтому большинство из них пережили падение, но это все равно привело дьявольскую армию в паническое безумие. В отличие от дьявольской армии, объединенная армия знала, чего ожидать, и смогла спокойно высадиться, как только появилось ограничение на полеты. В лесу вспыхнули бесчисленные точки зеленого света, и объединенная армия мгновенно исчезла. Даже дьявольские лорды стадии интеграции тела были не способны почувствовать ни одного врага в лесу своим огромным духовным чутьем. Однако в следующее мгновение грозная мощь формирования начала давать о себе знать. Сначала произошел взрыв неописуемых энергетических колебаний, которые внезапно начали распространяться из центра образования. Колебания быстро прокатились по всем частям леса, и возникла чрезвычайно чистая духовная ци, свойственная дереву, прежде чем в безумии хлынуть в некоторые особенно массивные деревья.
Раздался оглушающий грохот, и эти массивные деревья внезапно были вырваны с корнем, а затем превратились в деревянных гигантов высотой около 1000 футов, которые бросились на дьявольских существ, оказавшихся внутри формации. После поглощения некоторого количества духовной ци, свойственной дереву, другие деревья в лесу также росли быстрыми темпами, и они либо направляли свои ветви в сторону дьявольских существ, либо падали на них, раздавливая их массивными стволами. Дьявольская армия была застигнута врасплох и быстро понесла бесчисленные потери. Однако в строй быстро вошло также довольно большое количество высококлассных дьявольских существ, и они немедленно начали отдавать приказы, призывая всех принять оборонительные порядки, чтобы защитить себя. К несчастью для них, сила формации намного превосходила ту, что демонстрировалась здесь. Как только дьявольская армия уничтожила деревянных гигантов и близлежащие деревья, порывы яростных белых ветров внезапно пронеслись в воздухе вверху, прежде чем образовать серию массивных ветровых драконов, которые со свирепой мощью набросились на дьявольских существ внизу. Вслед за ветровыми драконами из воздуха появились бесчисленные зеленые листья, которые затем превратились в острые лезвия. Они посыпались проливным ливнем. Было выпущено более 10 волн различных атак подряд, и после кровавой бойни единственные оставшиеся дьявольские существа были либо сами чрезвычайно могущественны, либо находились под защитой могущественных дьявольских существ высокого уровня. Несмотря на то, что формация была чрезвычайно мощной, нацеливание на такое количество дьявольских существ одновременно и, естественно, затрачивало удивительное количество энергии. Даже с огромным количеством духовных камней, духовных вен и чистой духовной силой, обеспечиваемой 36 резервными святыми деревьями, формация была не в состоянии проводить какие-либо дальнейшие атаки и едва могла поймать врага в ловушку, медленно восстанавливая свою энергию. При той скорости, с которой строй восстанавливался, пройдет как минимум полдня, прежде чем он сможет выпустить новую волну атак. Что касается дьявольских существ за пределами формации, то все, что они увидели, это вспышку зеленого света, после чего перед ними появился чрезвычайно толстый барьер зеленого света, и они мгновенно потеряли контакт со своими собратьями по другую сторону барьера. Глава 2163. Битва племени Лиса. Часть 2. Эти дьявольские существа, естественно, в приступе недоумения начали атаковать световой барьер, и они были уверены, что барьер не сможет продержаться долго перед лицом их совместных атак. Однако прямо в этот момент перед световым барьером внезапно возникли бесчисленные гигантские световые образования среди вспышек белого света. Некоторые из высокоуровневых дьявольских существ сразу же опознали эти образования и поспешно закричали. Это телепортационные образования. Атакуйте их. Однако было уже слишком поздно. Белый свет вспыхнул от легких формирований, и бесчисленные войска объединенной армии появились, прежде чем немедленно броситься на остатки дьявольской армии. Большая часть дьявольской армии оказалась в ловушке в этом строе, поэтому остатки, естественно, значительно превосходили объединенную армию по численности. Несмотря на то, что дьявольские существа организовались в ответ, они были разбиты менее чем за полдня и были вынуждены начать отступление. Объединенная армия, естественно, не хотела позволить им сбежать, и ситуация полностью изменилась. Дьявольская армия бежала с места происшествия, в то время как объединенная армия бросилась в погоню по горячим следам. Почти в тот же момент, когда дьявольская армия начала отступать, на поясе Юаньча, участвовавший в битве с патриархом Осяа, внезапно появился шар пронзительного белого света. Сразу после этого перед ее глазами возникла цепочка черных рун, образовавшая несколько строк текста. Юаньча беспечно взглянула на сообщение, но выражение ее лица тут же резко изменилось, прежде чем она поднялась в воздух полосой черного света, а затем исчезла за потолком секретной комнаты, в которой она находилась. Спустя несколько мгновений полоса черного света вышла из болота, затем поднялась на высоту десятков тысяч футов и полетела к территории племени Лиса. Однако именно в этот момент еще выше сверху раздался мужской голос. «Куда ты идешь, товарищ Даос Юаньча?» Как только голос затих, наверху внезапно раздался раскат грома, и серебряная молния длиной более 1000 футов обрушилась вниз. «Ты посмеешь остановить меня?» Юаньча спешила уйти, но перед лицом такой мощной атаки ей ничего не оставалось, как остановиться и в отместку поднять руку вверх. Полоса ци черного меча, длина которой также составляла более 1000 футов, была выпущена, и молния и полоса ци меча исчезли после оглушительного столкновения. «Наша битва еще не решена, поэтому я, естественно, не могу позволить тебе уйти». Наверху вспыхнули пространственные колебания, и беззвучно появился шар молнии. Внутри шара молнии был никто иной, как улыбающийся патриарх Осяа. Похоже, ты уже все спланировал заранее, чтобы задержать нас троих, но не радуйся слишком рано. Посмотрим, хватит ли у тебя того, что нужно, чтобы остановить меня». Юаньча хмыкнула с разъяренным выражением лица, прежде чем создать около дюжины одинаковых проекций, все из которых одновременно разбежались в разных направлениях. Выражение лица патриарха Осяа потемнело, когда он увидел это, и он громко вскрикнул, прежде чем указать пальцем вверх и крикнуть.
Ограничение. Внезапно воздух в радиусе 5 километров задрожал, когда источник мировой ци поднялся, после чего массивная белая нефритовая чаша рухнула сверху, как гигантский купол. Пятицветный свет вспыхнул внутри чаши рядом с бесчисленными огромными рунами, и из нее вырвался взрыв огромной силы, заставивший даже воздух застыть. Земля под массивной чашей также сильно задрожала, прежде чем опуститься на несколько десятков футов, а дюжина или около того проекции Юань-Ча были застигнуты врасплох. Это снизило их скорость до менее чем 1/10 от их первоначальной. В то же время патриарх Хосяа положил руку на макушку своей головы, выпустив около дюжины полос белого света, каждая из которых устремилась к одной из проекций Юань-Ча. Полосы белого света в полете превратились в снежно-белых двуглавых гигантских волков и без каких-либо колебаний бросились к проекциям. Все проекции Юань-Ча, естественно, были очень разгневаны этим, и все они в отместку призвали дьявольские сокровища. Таким образом, битва между патриархом Хосяа и священным предком Юань-Ча началась снова, но она стала гораздо более ожесточенной, чем была изначально. Однако они были примерно равны, поэтому решающий результат явно не будет достигнут в ближайшее время. Получив известие об ужасной ситуации, в которой оказалась дьявольская армия, два других священных предка также попытались сбежать, но их остановил Мо Цзиньли и культиватор стадии Великого Вознесения, также принадлежащий к расе Якша. Тем временем, в тот период, когда формация была не в состоянии проводить дальнейшие атаки, высокоуровневые дьявольские существа и клоны священных предков формации отошли от остальной части дьявольской армии. Им пришлось воспользоваться этой возможностью, чтобы сломать строй. В противном случае, как только он восстановит свою энергию и начнет порождать новые волны атак, это приведет к еще большим жертвам. Вдобавок ко всему, чем меньше дьявольских существ останется, тем лучше формация сможет сосредоточить свои атаки, тем самым делая их более мощными. После того, как все другие дьявольские существа были уничтожены, даже высокоуровневые дьявольские существа не были уверены в своей способности выжить в формации. Таким образом, хотя они знали, что сломать формацию, несомненно, будет чрезвычайно сложно, у них не было другого выбора, кроме как отправиться вглубь формации, чтобы найти ее ядра. Среди этих высококлассных дьявольских существ была группа из примерно дюжины дьявольских существ в стадии пространственной закалки, которых возглавлял дьявольский лорд с головой коровы. Они медленно летели над лесом, постоянно внимательно оценивая окрестности. Несмотря на то, что формирование больше не атаковало их активно, оно все еще было наполнено всеми типами защитных ограничений, и активация этих ограничений могла легко означать их гибель. Вдобавок ко всему, их духовное чувство было затруднено формацией, сократив диапазон их чувств до менее чем 2000 футов, поэтому им, естественно, приходилось действовать с осторожностью. Пролетев около сотни километров, никаких происшествий не произошло, и все дьявольские существа в группе слегка ослабили бдительность. Как раз в тот момент, когда они летели над небольшим холмом, перед дьявольским разведчиком, идущим впереди, внезапно появилась полоса света, и прежде чем он успел что-либо сделать, полоса света уже обезглавила его. Черная зарождающаяся душа, окутанная шаром серой ци, вырвалась из его обезглавленного тела, а затем отступила в паническом безумии, только чтобы быть полностью уничтоженной той же полосой света среди крика боли. Другие дьявольские существа были чрезвычайно встревожены этим, и все они призвали защитные дьявольские сокровища. Прямо в этот момент в близлежащей области вспыхнули пространственные колебания, и из воздуха появилось более сотни одинаковых полос света. Дьявольский лорд сосредоточил свой взгляд на полосах света и определил, что это желтые деревянные мечи, каждый из которых был около фута в длину, и они испускали ледяную ци, что весьма встревожило даже его. Будьте осторожны. Эти деревянные мечи обладают силой, сравнимой с тотальной атакой существа на стадии пространственной закалки. Крикнул дьявольский лорд, впрыскивая свою магическую силу в защитное сокровище в форме зонтика перед ним. Зеленое дьявольское сокровище тут же загорелось, превратившись в зеленую проекцию, окутавшую его тело. В следующее мгновение полосы ледяного света сошлись со всех сторон, и другие дьявольские существа также изо всех сил вложили свою магическую силу в свои сокровища. Полосы ци меча пронеслись по воздуху, и быстро раздалась череда мучительных криков. Всего за несколько вдохов все полосы ледяного света исчезли, и все высокоуровневые дьявольские существа исчезли, за исключением одной одинокой фигуры. Лицо кровоголового дьявольского лорда в настоящее время было очень бледным, и он внезапно вырвал несколько глотков крови подряд. Проекция зонтика вокруг него также стала совершенно тусклой и лишённой блеска. Кривая улыбка появилась на лице дьявольского лорда, когда он достал пузырек с лекарством, прежде чем высыпать длинную таблетку, затем взмахнул рукой в воздухе, после чего зеленая проекция снова превратилась в маленький зеленый зонтик, который приземлился в его рука. На поверхности дьявольского сокровища появилось несколько трещин. Дьявольский лорд оглядел окрестности с противоречивым выражением лица, прежде чем, наконец, издать слабый вздох, затем спрятал свое сокровище и медленно полетел в другом направлении. На другом близлежащем горном хребте 3 дьявольских лорда летели к центру горного хребта, отгоняя бесчисленные встречные лезвия ветра своими дьявольскими сокровищами.
Внезапно источник мировой ци наверху дрогнул, и появилось образование золотого света размером около акра, а затем отправило несколько столбов золотого света, рухнувших сверху. Трое дьявольских лордов были весьма встревожены, увидев это, и все они послали свои дьявольские сокровища вверх, где они сошлись, образовав огромную диаграмму тайчи в воздухе над головой. Раздалось несколько оглушительных грохотов, когда столбы света быстро уничтожили диаграмму тайчи, прежде чем затопить трех дьявольских лордов. Вскоре после этого золотой свет исчез, и трех дьявольских лордов тоже нигде не было видно. Глава 2164. Битва племени Лиса. Часть 3. Из массивного дерева, под которым сидел Ханли, внезапно раздался взрыв жужжания, бесчисленные пятицветные руны вырвались из ствола дерева во вспышке зеленого света. Ханли медленно открыл глаза и пробормотал про себя. Наконец-то прибыли какие-то дьявольские существа, и они кажутся довольно могущественными. Почти в тот же момент на сцене в виде полос света появились Цао Цзи и Фэй Сиоси. «Брат Хань, похоже, дерево духов сообщает нам, что к горному хребту приближаются люди. Ты думаешь, что это клоны священных предков?» Поспешно спросил Цао Цзи, как только прибыл. В дьявольской армии довольно много клонов священных предков, но их количество совершенно незначительно, учитывая масштаб этого формирования. Поэтому я думаю, что более вероятно, что они будут обычными дьявольскими лордами, сказала Фэй Сиоси, подойдя рядом. Ханли. Ядро формации сможет показать нам, с чем мы здесь имеем дело, спокойно сказал Ханли, сделав ручную печать, прежде чем выпустить полосу лазурного света в сторону гигантского дерева. Массивное дерево слегка вздрогнуло, после чего формация внизу активировалась, высвободив одновременно около дюжины столбов света. Затем эти столбы света сошлись, образуя лазурный шар света перед трио Ханли, и Ханли немедленно бросил в него цепочку заклинательных печатей разных цветов. Световой шар вращался на месте, а затем превратился в лазурный хрустальный шар с гладкой, как зеркало, поверхностью, но состоящей из десятков ромбовидных граней. На каждой грани было изображение одной области горного хребта, и Ханли открыл рот, чтобы выпустить в хрустальный шар поток чистой духовной ци, прежде чем осторожно указать на него пальцем. Грани хрустального шара мгновенно размылись в унисон, как будто сквозь них быстро проносились бесчисленные изображения, из-за чего их невозможно было разглядеть невооруженным глазом. Однако Ханли и другие были чрезвычайно могущественными культиваторами, поэтому они могли оценить образы, мелькающие на разных гранях. После всего лишь нескольких вздохов Ханли внезапно издал тихий крик, а затем резко махнул рукавом к хрустальному шару, после чего тот медленно прекратил свое вращение. При этом все изображения на хрустальном шаре быстро исчезли, за исключением одного изображения, которое мгновенно заняло всю поверхность хрустального шара. На изображении была показана определенная область на окраине горного хребта, где в воздухе парили 3 дьявольских лорда и 4 дьявольских существа стадии пространственной закалки. Они явно активировали ограничения поблизости и были вынуждены сражаться с бесчисленными вспышками свирепых молний. Одним из них было особенно высокое и широкое дьявольское существо, владеющее маленьким медным зеркалом, изнутри которого высвобождался один столб черного света за другим, легко сводя на нет большинство приближающихся разрядов молний. Оставшиеся молнии, естественно, не представляли угрозы для других дьявольских существ, которые могли с относительной легкостью сдерживать их. Есть 3 дьявольских лорда, 2 из которых находятся на стадии интеграции среднего тела, а другой и на поздней стадии интеграции тела. Остальные 4 находятся только на стадии пространственной закалки, но их ауры очень своеобразны, поэтому кажется, что это необычные дьявольские существа, заметила Фэй Сиоси. Эти 4 дьявольских существа стадии пространственной закалки внешне похожи и используют одни и те же дьявольские искусства. Поэтому, скорее всего, они принадлежат к одной расе и искусны в использовании комбинационных техник. Как вы думаете, как нам следует обращаться с этими дьявольскими существами, коллеги Даосы? Обычные ограничения, скорее всего, не смогут их поймать, сказал Ханли со спокойной улыбкой. Если бы мы находились в другом месте, мы были бы в состоянии активировать самые мощные ограничения формации, чтобы убить эту группу дьявольских существ. Но ядро формации в настоящее время накапливает энергию для всей формации, поэтому ограничения в нашем распоряжении весьма ограничены. Таким образом, нам придется самим позаботиться об этих дьявольских существах, сказал Цао Цзи после краткого размышления. Мы втроем должны быть в состоянии сдерживать 3 дьявольских лордов. Мы просто оставим 4 дьявольских существ в стадии пространственной закалки дюжине или около того существ в стадии пространственной закалки под нашим командованием, бесстрастно сказала Фэй Сиоси. Эти 4 дьявольских существа находятся на вершине поздней стадии пространственной закалки, и их силы, несомненно, будут еще больше усилены их комбинационными техниками. Напротив, все наши подчиненные — это средние существа стадии пространственной закалки, поэтому они не могут быть достойными соперниками этим 4 дьяволам. Даже в этом случае у них будет формация, которая поможет им. Они не смогут использовать самые мощные ограничения, но другие ограничения также весьма полезны,
Конечно, этого будет достаточно, парировала Фэй Сиоси в ответ, говоря в уверенной манере. Цао Цзи на мгновение задумался, прежде чем кивнул в знак согласия. В таком случае не должно быть никаких проблем. Что ты думаешь, брат Хань? Даже имея формацию, помогающую им, наши подчиненные не смогут остановить этих 4 дьявольских существ в стадии пространственной закалки. Если я не ошибаюсь, эти 4 дьявола должны были быть проявлены одним и тем же дьявольским существом. Если объединить их в одно целое, то враги определенно будут чрезвычайно могущественными. Поэтому будет лучше, если ты сразишься с ними самостоятельно, Фея Сиоси. Кроме того, ядро формации необходимо постоянно охранять на случай скрытых атак, так что уважаемый даос Цао Цзи останется. Что касается этих 3 дьявольских лордов, просто оставьте их мне, сказал Ханьли. Что? Ты серьезно, брат Хань? Фэй Ся была очень озадачена, услышав это. Будь уверена, я буду более чем способен позаботиться о себе. Брат Се, покажи себя, сказал Ханьли с улыбкой. Как только его голос затих, белая фигура молча появилась рядом с Ханьли среди всплеска пространственных колебаний, и аура, которую он выпустил, была не менее мощной, чем аура Ханьли. Это был никто иной, как Даос Се. Существо поздней стадии интеграции тела. Разве это не? Цао Цзи и Фэй Ся были ошеломлены при виде Даоса Се. Появление такого могущественного союзника поразило их до глубины души. Я уверен, что теперь больше нет никаких проблем, верно, коллеги Даосы? Ханли небрежно усмехнулся. Цао Цзи первым пришел в себя и тут же сжал кулак в приветствии, когда на его лице появилась широкая улыбка. Конечно, я не думал, что наши старшие организовали, чтобы такое могущественное существо тайно сопровождало нас. У меня тоже нет возражений, сказала Фэй Сиоси со странным выражением лица. Было ясно, что они оба пришли к выводу, что Даос Се был отправлен сопровождать Ханьли старшими членами объединенной армии на этапе Великого Вознесения. Что касается самого Даоса Се, он просто стоял в полной тишине рядом с Ханьли. Ханьли не дал никаких объяснений поведению Даоса Се и снова перевел взгляд на хрустальный шар. В этот момент 7 дьявольских существ уже уничтожили ближайшие молнии и медленно летели к центру горного хребта. Уважаемый Даос Цао, активируй ограничение смешных 5 гор, чтобы разделить этих дьявольских существ. Мы действуем в соответствии с нашим первоначальным планом, проинструктировал Ханьли. Продолжай, брат Хан, и я немедленно активирую ограничение. Немедленно согласился Цао Цзи, прежде чем полететь в центр формирования перед гигантским деревом. Сразу после этого он сел с закрытыми глазами и наложил ручную печать, повторяя заклинание. Вокруг формации сидело более сотни существ племени леса, и они также начали делать ручные печати, чтобы помочь ему. Таким образом, трио Ханьли направилось 3 полосами света к месту, где находились дьявольские существа. Почти в тот же момент за троицей по горячим следам вырвалось еще около дюжины полос света. Это были никто иные, как дюжина или около того охранника в стадии пространственной закалки, которые ранее получили голосовую передачу Ханьли. 7 дьявольских существ медленно продвигались через горный хребет, и их вел здоровенный дьявольский лорд. Вместо того, чтобы убрать свое медное зеркало, дьявольский лорд держал его перед грудью, время от времени направляя его на пейзаж впереди. Казалось, что зеркало обладает способностью определять ограничения. Все. Берегитесь. Внезапно в тревоге закричал здоровенный дьявольский лорд, когда на поверхности зеркала внезапно вспыхнул шар пронзительного серебряного света. Выражения лиц сопровождающих дьявольских существ резко изменились, когда они услышали это, и они быстро выпустили свои дьявольские сокровища. Однако, прежде чем они успели что-либо сделать, из леса внизу внезапно вспыхнул ярко-зеленый свет, после чего появилось массивное световое образование диаметром около полукилометра, испускающее обширное пространство пятицветного света. Дьявольские существа мгновенно были сметены пятицветным светом под тревожные крики, после чего все они тут же были окутаны бесчисленными лазурными рунами. В пятицветном свете здоровенный дьявольский лорд поспешно поднял медное зеркало над головой, чтобы высвободить столб черного света. Тем временем 4 дьявольских существа стадии пространственной закалки издали громкий крик, когда из их тел одновременно начал исходить пронзительный малиновый свет. Глава 2165. Битва племени леса. Часть 4. Раздался оглушительный грохот, когда столб черного света во вспышке пронзил пятицветный свет, после чего здоровенный дьявольский лорд вылез на открытое пространство. Однако все остальные дьявольские существа мгновенно исчезли в пятицветном свете, оставив позади только дьявольского лорда. Дьявольский лорд бросил взгляд на рушащееся световое образование и издал яростный рев. Это странное образование 5 гор. Я не думал, что ты так хорошо разбираешься в искусстве образования. Кажется, это не случайность, что тебе удалось зайти так далеко.
В ответ вдали раздался спокойный мужской голос, вслед за которым на горизонте появилась полоса лазурного света. Свирепый взгляд мелькнул в глазах могучего дьявольского лорда, и он немедленно подбросил свое медное зеркало в воздух, прежде чем выплеснуть изо рта кровавую эссенцию, которая превратилась в облако кровавого тумана, просачивающегося в зеркало. В следующее мгновение из зеркала раздалось громкое жужжание, и из него появилось призрачное лицо размером с павильон. Зловещее призрачное лицо зависло в воздухе с закрытыми глазами, и дородный дьявольский лорд быстро указал на него, после чего тут же открыл глаза, наполненные ослепительным черным светом. В то же время он испустил леденящее кровь кудахтанье, прежде чем открыть пасть и выпустить вспышку свирепого черного пламени, совершенно застигнув полосу лазурного света врасплох и поглотив ее в мгновение ика. Какой дурак! Даже с защитным сокровищем божественного духа никто не сможет долго продержаться в моем адском дьявольском пламени, усмехнулся здоровенный дьявольский лорд, контролируя призрачное лицо. Чернильно-черное дьявольское пламя по его приказу слилось в шар, а затем поднялось в виде толстого огненного столба, прочно заключившего в себе полосу лазурного света. Вот так. Возможно, другие люди не смогут долго противостоять этому пламени, но для меня вырваться на свободу — легкая задача. Изнутри столба черного пламени раздался спокойный мужской голос, вслед за которым послышался приятный крик птицы. Затем вспыхнул шар серебряного света, совершенно не обращая внимания на дьявольское пламя, и поднялся на вершину огненного столба, прежде чем превратиться в гигантскую серебряную птицу длиной несколько сотен футов. Птица мерцала серебристым светом, и когда она расправила крылья, все ее перья загорелись, в результате чего температура воздуха резко возросла, а все небо приобрело ярко-красный оттенок. Издалека казалось, что над черным огненным столбом поднялось серебряное солнце. Сердце могучего дьявольского лорда дрогнуло, увидев это, и он немедленно попытался сделать еще одну ручную печать, но было уже слишком поздно. Массивная серебряная птица подняла голову и издала протяжный крик, а затем открыла клюв, чтобы выпустить всплеск всасывающей силы. Столб огня внизу мгновенно начал вздыматься в клюв серебряной птицы в виде бесчисленных черных нитей, и всего за несколько вдохов огненный столб стал чрезвычайно слабым, обнажая внутри себя лазурную гуманоидную фигуру. Гуманоидная фигура, похоже, не использовала никаких сокровищ, и одного только его защитного духовного света было достаточно, чтобы сдержать оставшееся черное дьявольское пламя. Увидев это, здоровенный дьявольский лорд резко вздохнул и почти не мог поверить своим глазам. Он лучше, чем кто-либо другой, осознавал, насколько мощным было его собственное адское дьявольское пламя, и тот факт, что этот человек был в состоянии сдерживать его только своим защитным духовным светом, мгновенно заставил дьявольского лорда подумать, что он, возможно, столкнулся с существом на стадии Великого Вознесения. Эта мысль тут же заставила его сильно побледнеть, и по его спине потек холодный пот. Внезапно он вскочил, прежде чем указать пальцем на призрачное лицо над головой, а затем яростно проревел: «Взорвись!». Сразу после этого его руки оторвались от тела и мгновенно взорвались двумя облаками кровавого тумана, которые в мгновение ика окутали его. В то же время на поверхности гигантского призрачного лица появились бесчисленные трещины, и оно взорвалось среди вспышки черного света, выпустив бесчисленные тонкие черные нити, яростно вырвавшиеся наружу, образовав гигантскую сеть, которая опустилась к Хань Ли. Глаза Хань Ли слегка сузились, увидев это, и он тут же поднял ладонь вверх, небрежно махнув другим рукавом вдаль. Массивная проекция золотой руки размером около акра мгновенно появилась, прежде чем схватиться за гигантскую сеть, и вся сеть черных нитей была с легкостью разорвана на части. Тем временем из рукава Хань Ли раздался громкий раскат грома, и сверкнула золотая молния, прежде чем исчезнуть в мгновение ика. В следующее мгновение вспышка золотой молнии снова появилась прямо над могучим дьявольским лордом, который собирался улететь прочь, как полоса малинового света, а затем обрушилась на него с невероятной скоростью. Золотая молния мгновенно уничтожила кровавый туман над его головой, а затем с неудержимой силой устремилась к нему. Увидев это, здоровенный дьявольский лорд поспешно отступил назад, а затем открыл рот, чтобы выпустить мерцающий желтый летающий кинжал, который полетел прямо в приближающуюся золотую молнию. Они столкнулись, и золотая молния в мгновение ика исчезла, но желтый кинжал также стал совершенно тусклым и лишённым блеска, прежде чем упасть с небес, как кусок металлолома. Благодаря нынешним силам Хань Ли, его божественная дьявольская молния стала чрезвычайно мощной против дьявольских сокровищ. В результате урона, нанесенного летающим кинжалом, лицо могучего дьявольского лорда побледнело, и он вырвал полный рот крови. Однако черный свет внезапно вырвался из его тела, когда он продолжал отступать, совершенно не обращая внимания на падающий кинжал. «Я высоко оцениваю твою решительность, но боюсь, что этого будет недостаточно, чтобы ты убежал от меня», бесстрастно сказал Хань Ли, прежде чем сделать большой шаг вперед. Прежде чем он успел завершить свой шаг, под ним раздался громкий раскат грома, и бесчисленные дуги серебряных молний вырвались из подошвы его ноги, прежде чем мгновенно образовать серебряную молнию размером около 10 футов. Как только он вошел в строй, он бесследно исчез, а затем в мгновение ика появился на расстоянии нескольких тысяч футов.
Крепкий дьявольский лорд только что вздохнул с облегчением, когда перед ним внезапно раздался раскат грома, вслед за которым без всякого предупреждения появилось серебряное молниеносное образование. Почти в тот же момент Хань Ли вышел из центра строя. Крепкий дьявольский лорд был очень встревожен, увидев это, и немедленно попытался бежать в другом направлении. Однако позади Хань Ли внезапно появился гигантская проекция с 3 головами и 6 руками, и он открыл свои 6 глаз, а затем одновременно взмахнул 6 руками в воздухе, как только появился. Вспыхнул золотой свет, и в его руках появились 6 гигантских золотых мечей, каждый из которых был около 10 футов в длину. А затем он ударил ими. 6 полос ци золотого меча были выпущены, прежде чем образовать золотую нить, которая в мгновение ока пронеслась сквозь тело могучего дьявольского лорда. Раздался вой боли, когда защитные сокровища и тело дьявольского повелителя были мгновенно разрезаны пополам, после чего в шаре желтого света мгновенно появилась запаниковавшая черная зарождающаяся душа. Однако, прежде чем зарождающаяся душа получила шанс уйти, 6 полос ци меча двинулись назад в унисон, чтобы стереть ее с лица этого царства. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и золотая проекция позади него бесшумно исчезла. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы убить этого дьявольского лорда средней стадии интеграции тела с того момента, как последний самостоятельно взорвал свое сокровище и оружие, чтобы сбежать. Обладая множеством могущественных сокровищ в рукаве, этот дьявольский лорд был не менее могущественным, чем среднестатистическое существо поздней стадии интеграции тела, но он явно не мог сравниться с Хань Ли. В своеобразном пространстве, окутанном пятицветным светом, 4 гигантских обезьяноподобных дьявольских существа парили в воздухе, их мохнатые тела вспыхивали малиновым светом, в то время как в воздухе разносился слабый запах запекшейся крови. Их окружала дюжина или около того зеленокожих существ из племени лиса, лица которых были мрачными. В воздухе над ними парила женщина с холодным выражением лица, скрестив руки на груди. На ее спине была раскрыта пара малиновых крыльев, и по всем крыльям сверкали золотые и серебряные руны. Этой женщиной была никто иная, как Фэй Сиоси из расы Якша, и даже она оценивала 4 дьявольских существ в стадии пространственной закалки с настороженным взглядом в глазах. Я думала, что дьявольские искусства безграничной крови перестали существовать в царстве старших дьяволов, но кто бы мог подумать, что я столкнусь с ними сегодня. Похоже, я была права, придя сюда, чтобы встретиться с вами 4 лично, сказала Фэй Сиоси холодным голосом. Раз ты увидела и опознала наши дьявольские искусства безграничной крови, тогда поторопись и заставь этих дураков отступить. Если они попытаются сразиться с нами, они всего лишь предложат нам свою сущность крови, ответила одно из 4 дьявольских существ. Хе-хе, если бы вы все были на стадии интеграции тела, даже на ранней стадии интеграции тела, я бы сразу же сбежала с ними. Но вы находитесь только на стадии пространственной закалки. Даже с дьявольскими искусствами безграничной крови вы не можете сравниться со всеми нами.